В этом видео я покажу, как сделать вот такую процедурную отдачу в Unreal Engine. В этом видео будет представлено две полных реализации отдачи на блюпринтах и на C++. Но перед началом работы как на C++, так и на блюпринтах вы должны понять, как у вас будет реализовываться отдача в игре. А именно, куда мы будем применять нашу отдачу. Если у вас полное туловище персонажа, неважно от первого или от третьего лица, вам точно нужно будет воспользоваться инверсной кинематикой. С помощью нее вам нужно будет прикрепить кисти рук вашего персонажа к оружию. Таким образом, движения рук будут полностью совпадать с отдачей оружия. На моем канале уже есть урок по инверсной кинематике, если он вас интересует, можете перейти по ссылке в подсказке в правом верхнем углу экрана. Второй способ подойдет только для игр от первого лица, если у вас не полное туловище персонажа, а только руки. Грубо говоря, руки и оружие вашего персонажа будут находиться в дополнительном компоненте, относительно которого будет происходить отдача. Этот способ могут выбирать из-за своей простоты, так как не нужно делать никаких дополнительных действий с инверсной кинематикой. Но если вы все-таки выбираете второй способ, хочу вас предупредить, что в ходе разработки у нас будут возникать некоторые проблемы, которые как решить я буду показывать на своем примере с инверсной кинематикой, а в вашем случае решение может быть немного другим. И хочу сказать, что это видео исключительно по процедурной отдаче, поэтому в вашем проекте уже должна быть реализована функция выстрела, которая происходит при нажатии на кнопку. И должны быть основные механики оружия, например, ограничение скорости стрельбы. Ну и если вы определились со способом реализации, можем приступать. Сперва начнем с реализации на блюпринтах. В реализации на блюпринтах у вас должен быть родительский класс вашего оружия, а от него уже будут наследоваться дочерние блюпринты оружия, в которых вы для каждого будете менять название и все характеристики оружия. А логику мы будем писать в главном блюпринте оружия. Ну и первоначально создадим все нужные нам переменные для отдачи. Эти переменные настраивают отдачу позиции нашего оружия. Переменная force – это сила отдачи, range multipliers – это диапазон случайности отдачи, snappiness – это резкость отдачи, а return speed – скорость, с которой оружие возвращается в свое первоначальное положение. И создадим все те же самые переменные, но для настройки отдачи вращения оружия. Теперь у переменных range multipliers нужно сделать ограничение значений от 0 до единицы. Теперь компилируем скрипт и нажимаем на корневой компонент. Здесь у нас появятся все эти переменные, и давайте выставим их стандартные значения. Эти переменные будут приравниваться к этим значениям каждый раз при создании нового дочернего блюпринта от вашего главного блюпринта оружия. Теперь можно приступать к написанию самого кода. Для начала, как я и сказал, у вас уже должна быть функция, которая происходит после нажатия на кнопку выстрела. И для начала нам нужно создать новый макро. Он будет генерировать сторону, куда пойдет наша отдача, то есть влево или вправо. Назовем его getRecoilSide. Он должен сгенерировать нам случайное число от -1 до 1, но исключая 0. Но перед этим нам нужно создать входные и выходные данные. Во входные данные нам достаточно создать execution, назовем его start, а выходные нам нужно создать две переменные. Execution, который назовем end, и integer, который назовем side. А также новую переменную с типом integer, которую назовем recoilSide. Теперь возвращаемся в главную функцию выстрела. Здесь мы будем писать саму нашу отдачу. И для этого нужно создать еще две новые переменные. Назовем их Weapon Recoil Location и Rotation с типами Vector и Rotator. В итоге у нас получается вот такая конструкция, и здесь мы как раз применяем наш макро getRecoilSide. Почему мы применяем его только два раза на две оси y и z? Потому что ось x это отдача как раз к нам, в нашу сторону, а по y и z у нас отдача может быть в две стороны, поэтому к ним мы применяем случайную сторону отдачи. И теперь то же самое нужно сделать для Weapon Recoil Rotation.
Weapon Recoil Rotation, но у нас получается похожая конструкция. Единственное, что поменялось, это оси, у которых мы генерируем случайную сторону отдачи. В этот раз ось, по которой отдача идет только в одну сторону, стала Y, а вот ось X стала наоборот той осью, по которой у нас нужно генерировать сторону отдачи. А минусы мы заменили на плюсы. И, кстати, если вы заметили, то переменная Weapon Recoil Rotation у нас с типом Rotator, а вот переменная Rotation Force и Rotation Range Multipliers у нас с типом Vector. У этой переменной мы ставим Rotator исключительно потому, что к этой переменной мы будем приравнивать вращение нашего оружия. А к этим переменным мы не приравниваем вращение оружия, это просто параметры нашей отдачи, которые мы применяем для подсчета силы отдачи. Наше оружие в каждом кадре будет стремиться принять вот эти два положения. Но на самом деле эти координаты мы будем применять не к самому Skeletal Mesh нашего оружия. Мы должны создать, так скажем, pivot point, относительно которого будет происходить отдача. Для этого можем создать новый Child Actor. Назовем его Recoil Pivot. И смотрите, здесь я для примера поставил еще некоторые дополнительные объекты. И Skeletal Mesh находится в одном из них. Как понять, какой объект нам нужно делать дочерним для Recoil Pivot? Объект, в котором находится наш Skeletal Mesh, чтобы получилось вот так. Или же наоборот, в этот объект кидайте наш Recoil Pivot, а уже в него наше оружие. Если в вашем Child Actor происходят какие-то движения, как у меня в своей End Bobbing Pivot, и вы хотите, чтобы эти движения тоже влияли на вектор отдачи, тогда вы помещаете Recoil Pivot под этот объект. А если не хотите, чтобы эти движения влияли на отдачу, то помещаете этот объект в Recoil Pivot. И теперь именно к Recoil Pivot мы будем применять нашу отдачу. Возвращаемся в окно Event Graph. И теперь с помощью интерполяции мы должны начать приравнивать наши переменные Recoil Location и Rotation к своим первоначальным положениям. Delta Second здесь используется при умножении для того, чтобы количество FPS у игрока не влияло на скорость интерполяций. Теперь позицию вращения нашего компонента Recoil Pivot мы должны приравнять к нашим переменным Weapon Recoil Location и Rotation. Теперь здесь при интерполяции мы должны применить переменную Location Snappiness. Но, как видите, мы не можем ее применить, поскольку эти две переменные имеют разные типы. Наша переменная имеет тип вектор, а здесь нужен float. Поэтому нам нужно разделить каждый наш вектор на отдельные три оси. Но также на этом моменте нужно создать еще одну переменную. Наш компонент Recoil Pivot имеет не нулевые координаты, поэтому мы должны создать переменную, обозначающую первоначальную позицию нашего Recoil Pivot при старте игры. Назовем ее Weapon Recoil Pivot Initial Location с типом вектор. И заполняем нашу переменную функцией BeginPlay. У нас получается вот такая конструкция. И теперь то же самое нужно сделать для вращения оружия. И для вращения мы точно так же должны создать еще одну новую переменную. И также устанавливаем эту переменную. На самом деле вращение Recoil Pivot, скорее всего, всегда будет оставаться на нулях, но мы все-таки создали переменную первоначального вращения для того, что если вам вдруг все-таки придется повернуть этот компонент, чтобы у вас не возникло в будущем проблем. У нас получился вот такой скрипт, и на этом этапе уже можно запускать игру и смотреть на результат.
Как видите, отдача полностью работает, но давайте попробуем настроить нашу отдачу, и я объясню, что обозначает каждый параметр. Заходим в блюпринт оружия, и я повторю, что в главном блюпринте оружия, где вы писали код, это усредненные настройки для ваших дочерних блюпринтов оружия. Когда вы будете создавать дочерние блюпринты, они уже будут иметь такие настройки. И если это усредненные настройки, то для каждого оружия вы, соответственно, будете подбирать более подходящие. Если с настройками силы, резкости и скорости возврата у нас все понятно, то что такое параметр Range Multiplies? Как я и говорил, это множитель диапазона случайности отдачи. Например, значение единица будет означать, что у нас нет диапазона. То значение силы, которое у нас выставлено по этой оси, будет при каждом выстреле. А вот значение 0 это наоборот диапазон от отрицательного значения силы до положительного. Но такой диапазон будет только для тех осей, где мы генерируем случайную сторону отдачи. Например, для осей Location X и Rotation Y у нас нет случайной стороны отдачи. Эта отдача всегда ведет оружие только в одну сторону. В этом случае значение 0 будет означать диапазон не от отрицательного до положительного, а только от нуля до положительного. Вы, в принципе, по всем осям можете выставить даже нули, если для вашего оружия это будет выглядеть хорошо. Вот как раз давайте выставим по этим двум осям значение 0 и посмотрим, как это будет выглядеть. Как видите, по этим осям отдача стала более случайной. Теперь отдача по этим осям не всегда то значение, которое у нас указано в силе, а в диапазоне от нуля. Но, конечно, если вас не устраивают такие усредненные значения, вы можете поставить свои. Значения отдачи получились вот такими. Но теперь, если у вас в игре есть анимация прицеливания, то, скорее всего, отдача позиции Idle будет не подходить для отдачи в прицеле, она будет слишком большая. И это, конечно, можно исправить, давайте добавим просто множители, которые будут применяться во время анимации прицеливания. Назовем их Location Multiply Aimin и Rotation Multiply Aimin. С типами Float. Но если вы, конечно, хотите более точную настройку по каждой оси, вы можете сделать тип вектор. И приравняем их примерно к 0.75. И здесь мы должны сделать проверку на то, что если у нас активная анимация прицеливания, то мы применяем к силе нашей отдачи эти множители. Для этого нам нужна булевая переменная, обозначающая текущее состояние прицеливания. Она должна находиться в блюпринте вашего персонажа. Если у вас еще нет такой переменной, создадим ее. И в моем случае в решении на Enhanced Input это будет выглядеть вот так. Нам нужен Input Action для прицеливания. Добавляем его в окно. И делаем простую конструкцию. Каждый раз при нажатии на кнопку прицеливания мы приравниваем нашу переменную к ее отрицательному значению. Если переменная была true, она станет false, если была false, то станет true. Переходим в блюпринт оружия и начинаем писать код. В этой конструкции мы добавляем две функции getOvna и getParentActa. А в функции cast2 вы обращаетесь к блюпринту вашего персонажа. Здесь мы делаем проверку на то, что если наша переменная isAimin равна true, то после выстрела мы умножаем силу нашей отдачи на наш множитель. А если false, то просто приравниваем к силе. И делаем то же самое для вращения. Теперь запустим игру и посмотрим, что у нас получилось. Теперь в то время как в состоянии idle у нас полная сила отдачи, то в прицеле наша сила отдачи умножается на наш множитель. Но теперь у нас появилась еще одна новая проблема. Если ваша анимация прицеливания в игре сделана с помощью костной анимации, то при анимации прицеливания меш вашего оружия переместится ближе к камере, в то время как pivot point останется как бы в анимации idle. И поэтому, когда ваше оружие будет вращать по оси X, оно будет вращаться неправильно. Когда она будет вращаться влево, его будет сдвигать вниз, а когда будет вращаться вправо, его будет сдвигать вверх.
Одно из решений, которым можно воспользоваться, это физически перемещать оружие в коде в нужное положение. И вместе с этим вам придется отказаться от вашей анимации прицеливания в Animation Blueprint. Для этого вернемся в Blueprint персонажа. Здесь, как я и говорил, pivot point вашего оружия первоначально должен находиться в позиции idle. При прицеливании мы будем сдвигать оружие ближе к камере. И таким образом при прицеливании у нас будет сдвигаться не только mesh, что делают костные анимации, а у нас будет сдвигаться вся 3D модель вместе с pivot point. И таким образом отдача будет всегда осуществляться относительно той точки, которую мы указали в recoil pivot. Ну а если при отдаче мы позиционировали отдельный компонент recoil pivot, то вот позиционировать оружие при прицеливании мы будем прямо в блюпринте персонажа. Возвращаемся в Blueprint оружия и создаем переменные. Переменные, обозначающие позиции оружия в разных состояниях, назовем Animation Idle Location и Aiming Location. А скорости перехода между анимациями назовем toIdle Speed и toAiming Speed. Укажем значение этих переменных. Первоначально укажем только значение для скоростей перехода. Позиция idle у нас будет указываться автоматически сама, а вот позиция в прицеле будет настраиваться для каждого оружия индивидуально. И в блюпринте персонажа у вас желательно должна быть переменная, обозначающая текущее выбранное вами оружие. Такая переменная должна будет иметь тип главного вашего блюпринта оружия. И первоначально просто функция begin_play внесем в нее наше оружие. Теперь мы сможем обращаться к переменным нашего блюпринта оружия просто из переменной selected weapon. А иначе нам каждый раз просто пришлось бы писать вот эту конструкцию. А так мы записали ее в отдельную переменную. Теперь установим ту самую переменную Animation Idle Location. И теперь будем перемещать наше оружие в нужное положение в зависимости от текущей анимации. И здесь, если мы находимся в анимации прицеливания, мы начинаем приравнивать позицию нашего оружия к переменной Animation Aiming Location. А если нет, то к позиции Idle. Зайдем в игру и посмотрим, как это работает. Как видите, после нажатия на кнопку, когда мы находимся в прицеле, наше оружие перемещается в это положение. И эта позиция как раз должна настраиваться в дочерних блюпринтах оружия. Но чтобы каждый раз при создании в нем не были нулевые координаты, давайте точно так же настроим наши стандартные значения в главном блюпринте. У меня получились вот такие значения. И теперь при прицеливании pivot point нашей отдачи будет находиться в правильном положении, и наше оружие не будет уводить ни в какую ненужную сторону. У нас почти все готово, но нам не хватает отдачи камеры. Отдача камеры также будет реализовываться в блюпринте оружия. Создадим для нее нужные переменные. Снова добавим ограничение на range multipliers. На самом деле все переменные range multipliers названы не совсем правильно. В их название можно добавить force, так будет более понятно, что они означают. И установим значение для переменных. Отдача камеры также будет происходить в функции shot. А вот приравнивать вращение камеры к нашей отдаче на этот раз мы будем не в блюпринте оружия, а в блюпринте персонажа. И точно так же создадим для этого новый компонент Camera Recoil Pivot. Этот компонент должен совпадать с позицией камеры, и камеру мы помещаем в этот компонент.
Но если раньше для вращения камеры вы, возможно, использовали сам компонент камеры, то сейчас вам потребуется дополнительный компонент. У меня этот компонент, как видите, называется Spring Arm. Recoil Pivot и камера должны будут находиться в этом компоненте. Это делается для того, чтобы при вращении камеры вращалась как камера, так и наш Recoil Pivot. И будем приравнивать вращение нашего компонента к нашей отдаче. Теперь запустим игру и посмотрим, что у нас получилось. И теперь давайте настроим силу отдачи камеры. Ну вот мы и закончили работу на блюпринтах. Если у вас остались какие-либо вопросы, можете задавать их в комментариях, я постараюсь ответить на абсолютно все вопросы. Но мы приступаем к реализации на C++. Для C++ у вас должно быть заготовлено два скрипта для оружия и для персонажа. А также у вас должен быть блюпринт класса оружия, унаследованный от вашего C++ класса оружия. Заходим в заголовочный файл и давайте добавим нужные нам переменные. А также я буду сразу устанавливать стандартные значения для нашей отдачи. А так как эти переменные нам нужно будет редактировать для каждого оружия индивидуально, то делать мы это будем в блюпринтах оружия, поэтому добавим сюда макрос. Weapon здесь продублировано по той причине, потому что у нас будет отдача оружия и камеры. В случае с камерой это выглядело бы вот так. Эти переменные применяются для настройки отдачи позиции оружия. Переменная force означает силу отдачи оружия. Range multipliers — это диапазон случайности отдачи. Если по какой-то оси стоит значение единица, то это значит, что диапазона нет. То значение, которое будет поставлено по этой же оси в переменной force, каждый раз будет применяться при выстреле. Значение 0 будет означать, что диапазон будет от 0 до положительного или от 0 до отрицательного, в зависимости от стороны отдачи, в которой повело оружие. Значение 0,5 будет означать, что диапазон будет от половины этого значения до этого значения. То есть, если здесь будет значение 5, то диапазон будет от 2,5 до 5. Snappiness означает резкость отдачи, а return speed — скорость, с которой оружие будет возвращаться в свое первоначальное положение. И напишем все те же самые переменные для отдачи и вращения оружия. И теперь напишем те переменные, которые уже будут хранить координаты, которые мы будем применять к нашему оружию. Эти переменные будут заполняться сами, поэтому к ним мы не указываем значения, а также эти переменные нам не нужно видеть в блюпринте, поэтому к ним мы не добавляем макросы. И переходим в главный скрипт для написания логики. Как я и сказал, у вас уже должна быть функция выстрела, которая происходит при нажатии на кнопку. Здесь у меня происходят проверки на возможность выстрела. Вы должны писать логику именно под этими условиями. Здесь мы будем применять нашу отдачу к переменам Weapon Recoil Location и Rotation. Здесь мы применяем значение случайного диапазона отдачи от ее значения до значения, умноженное на range multipliers. Ось X — это отдача в нашу сторону, она всегда будет в одном направлении. А вот отдачи по осям Y и Z могут быть в разные стороны, поэтому для них мы должны применить множители. Мы должны умножить их либо на 1, либо на минус 1. Таким образом будет выбираться случайная сторона отдачи. Сделаем это с помощью функции, которая будет возвращать случайное значение int. Назовем ее getRecoilSide. И применим это значение для осей Y и Z. И сделаем то же самое для Weapon Recoil Rotation. Но на этот раз ось Y наоборот стала той осью, которая отдача у нас происходит в одну сторону, а у оси X у нас наоборот нужно генерировать случайную сторону отдачи. А также заменим минусы на плюсы.
Но эти переменные будут каждый кадр стремиться принять свое первоначальное положение. Но на самом деле отдачу мы будем применять не на сам mesh оружие, а на дополнительный компонент, который создадим в блюпринте оружия. Он должен быть с типом Child Actor, назовем его Recoil Pivot. Это делается по той причине, потому что Pivot Point оружия у всех находится в разных местах. Например, у меня Pivot Point находится в районе рукоятки, а у вас Pivot Point может быть совсем в другом месте, и у вас отдача будет выглядеть иначе, чем у меня. Именно поэтому таким образом мы создали себе Pivot Point, который сможем перемещать и выбирать то место, относительно которого будет происходить вращение оружия. Например, если я захочу, чтобы отдача вращала оружие относительно центра, я перемещу этот Recoil Pivot сюда. Ну а также нам нужно, чтобы наш Skeletal Mesh оружия находился внутри этого компонента. И тут, как видите, у меня есть еще дополнительные компоненты, в одном из которых находится наш Skeletal Mesh. Как понять, куда располагать наш Recoil Pivot? Поверх нашего дополнительного компонента. Или же наоборот, Recoil Pivot вкладывать наш компонент, а уже в него Skeletal Mesh. Это зависит от того, хотите ли вы, чтобы движения вашего компонента влияли на вектор отдачи вашего Recoil Pivot. В моем случае мне действительно нужно так сделать, поэтому я вкладываю Recoil Pivot внутрь этого компонента. А если вашей отдаче не должны мешать никакие другие движения, то вы вкладываете этот компонент внутрь Recoil Pivot. Ну и после этого настраиваем его положение, чтобы оружие вращалось относительно правильной точки. Эта правильная точка должна быть как раз в районе рукоятки. Так как мы будем из кода перемещать этот компонент, нам нужна на него ссылка. У нашего компонента тип Child Actor Component, поэтому мы должны подключить эту библиотеку. И создаем переменную для нашего Recoil Pivot. Этот макрос нужен для установки этой переменной из блюпринта. Но если вы заметили, то эти переменные мы приравниваем к нулевым значениям. В то время как Recoil Pivot не всегда будет иметь нулевые координаты, даже у меня. Поэтому мы должны приравнивать наши переменные не к нулям, а к стандартным положениям этого компонента. Для этого запишем его позицию и вращение при старте игры в отдельные переменные. Теперь будем приравнивать координаты нашего оружия к этим переменным. Но если вектор с помощью функции lerp мы можем приравнять за одну строчку, то вот для rotation мы должны приравнять каждую ось по отдельности. Теперь можно компилировать скрипт и смотреть на результат. А в блюпринте оружия устанавливаем наш Weapon Recoil Pivot. Если на этом этапе вас не устраивает сила или резкость отдачи, вы можете настроить ее в скрипте или блюпринте оружия. Но не стоит изменять эти переменные в основном блюпринте вашего оружия. Сила отдачи должна подбираться индивидуально под каждое оружие. Поэтому каждый раз при добавлении нового оружия в игру вы должны будете создавать дочерние классы оружия. Заходим в наш новый блюпринт оружия, и вот здесь уже можно менять параметры. А если вы хотите поменять стандартные параметры отдачи вашего оружия, то делать это можно как в основном блюпринте оружия, так и в C++ скрипте. Ну а теперь, если у вас в игре есть анимация прицеливания, мы можем заметить одну проблему. Если ваша отдача хорошо выглядит для анимации Idle, то скорее всего она не будет подходить для анимации в прицеле. В прицеле ваша отдача будет слишком сильной. И на самом деле это очень просто решается, давайте зайдем в скрипт оружия. При выстреле мы просто будем умножать нашу итоговую отдачу на множитель. Поэтому давайте создадим для этого переменные. Я сделал эти переменные с типом float, но если вы, конечно, хотите более точную настройку по каждой оси, вы можете сделать тип вектор. А также нам нужна переменная, обозначающая, запущена у нас сейчас анимация прицеливания или нет. На самом деле такая переменная должна храниться в скрипте персонажа. Но подключать сюда библиотеку вашего персонажа — это плохая идея. Потому что скрипт оружия по-любому должен быть подключен к скрипту персонажа. А сделать это в обе стороны одновременно не получится из-за ограничения Unreal Engine циклической зависимости.
Поэтому одним из вариантов, которым пользуюсь я, это, так скажем, скрипт-посредник, который хранит в себе все нужные переменные, которые нужно передавать между разными скриптами. Этот скрипт находится только в главном блюпринте персонажа. Этот скрипт не содержит в себе никаких дополнительных библиотек, кроме стандартных. Но зато почти в каждый скрипт в игре подключен этот скрипт. Таким образом, все переменные, которые хранятся здесь, могут передаваться между всеми скриптами в игре. Если на момент просмотра вами видео на моем канале уже вышло видео про циклическую зависимость, ссылка на него будет в правом верхнем углу в подсказке. Но я покажу более простой способ, чтобы он точно подошел всем. В вашем скрипте персонажа, как я и сказал, должна быть подключена библиотека вашего оружия, а также переменная, обозначающая текущее состояние прицеливания. И создадим в скрипте оружия такую же переменную. Если у вас уже есть логика для того, чтобы при нажатии на клавишу эта переменная приравнивалась к нужному значению, тогда просто будем приравнивать переменную из нашего скрипта оружия к переменной из скрипта персонажа. Но в будущем вам нужно будет решить проблему с циклической зависимостью, например, таким способом, который показал я. Ну и в скрипте оружия снова создадим функцию, которая будет возвращать нам значение. На этот раз она будет с типом float и назовем ее getRequelMultiply. И на этот раз она будет принимать некоторые значения. Нашу переменную из aiming, а также наш множитель при прицеливании. Ну и вот, например, если у вас будут дополнительные переменные, то вы просто дублируете эту строчку с новыми переменными. И применяем эту функцию для нашего выстрела. Но для удобства давайте выведем значение этой функции в отдельные переменные. Теперь, если в анимации idle отдача имеет полную силу, то в прицеле отдача умножается на наш множитель. И на этом моменте у нас появилась еще одна проблема, связанная с прицеливанием. Если ваша анимация прицеливания реализована с помощью костных анимаций, то точка, относительно которой происходит отдача, то есть recoil pivot, будет не совпадать с текущим положением оружия. Это связано с тем, что во время костной анимации у вас будет двигаться только меш оружия без pivot point. И в то время как компонент recoil pivot будет оставаться, так скажем, в анимации idle, то оружие у нас будет уходить в анимацию прицеливания. И отдача будет вращать оружие неправильно. Когда оружие по оси X крутится влево, его смещает вниз, а когда оно крутится вправо, его смещает вверх. Один из способов устранения такой проблемы будет физическое перемещение оружия в блюпринте персонажа из кода. Таким образом, когда будет перемещаться наше оружие в блюпринте персонажа, recoil pivot будет перемещаться одновременно с ним, и отдача будет происходить относительно правильной точки. Но для этого вам придется отказаться от вашей костной анимации прицеливания для оружия. Теперь в скрипте персонажа нам нужна ссылка на child tag component нашего оружия. А в скрипте оружия создадим переменные для наших анимаций. И сделаем простую логику для установки положений нашего оружия при определенных анимациях. Теперь зайдем в Blueprint оружия и настроим переменную aiming location. Теперь во время отдачи в прицеле оружие вращается правильно и не смещается ни в какую сторону. Теперь нам осталось реализовать последнюю механику отдачи камеры. Создадим для нее нужные переменные. Но для камеры мы будем применять только отдачу вращения. И реализуем такую же логику для камеры.
Но отдачу камеры мы также будем применять не на саму камеру, а на дополнительный компонент. Назовем его камера Recoil Pivot. Его позиция должна совпадать с позицией камеры. И помещаем камеру в этот компонент. Но если раньше для вращения камеры вы, возможно, использовали сам компонент камеры, то сейчас вам потребуется дополнительный компонент. У меня этот компонент, как видите, называется Spring Arm. Recoil Pivot и камера должны будут находиться в этом компоненте. Это делается для того, чтобы при вращении камеры вращалась как камера, так и наш Recoil Pivot. Теперь в скрипте персонажа мы должны создать переменную для нашего компонента. И будем приравнивать вращение нашего компонента. Скомпилируем скрипты и установим нашу переменную. Наша отдача полностью готова. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я буду стараться отвечать на все вопросы. А если я смог помочь вам в этом видео, можете поставить лайк и подписаться на канал.